Приветствую всех посетителей моего канала. Сегодня я хотел бы вам рассказать, как можно сделать довольно большой сварочный стол для небольшого гаража. Вообще маленький гараж и большой стол – вещи практически несовместимые. Но мне удалось найти решение, и оно перед вами. Размеры этого стола 2,5 метра на 1,30 м, и еще выдвигаются элементы, увеличивая его размеры до 4,5 на 2 метра. А в сложном состоянии он занимает всего 40 сантиметров вдоль стены. Не буду бить себя пяткой в грудь и говорить, что конструкции уникальных аналогов в мире просто не существует, но думаю, что на просторах YouTube вы не найдете такой реализации. Если вам это интересно, приятного просмотра. Я стараюсь делать свои видео максимально информативными и показывать все этапы работ, чтобы кто-то мог использовать какие-то технические решения или идеи, ну и для общего развития. Поэтому видео будет из двух частей. Понятно, что стол это довольно простая штуковина, но, как говорится, есть нюансы. Итак, поехали. Кроме листов металла и фанеры, мне пришлось докупить немного труб, несколько колес диаметром 100 мм, кое-какие болты и найти пару старых жигулевских домкратов. Длина рамы 2,5 метра, ширина 1,25 м. Основная рама и внутреннее наполнение будут сделаны из труб 60 на 60 с толщиной стенки 3 мм. Вес стола будет около 200 кг, и для оси вращения сделаем усилители из трубок, вваренных в раму. Для этого в поперечных трубах рамы засверливаем отверстия диаметром 20 мм под нарезанные втулки и ввариваем эти втулочки в трубу. Снятые фаски на втулке и на отверстии помогут нам хорошо обварить втулочку. Для защиты сопла горелки от брызг я обычно использую вот такой спрей. Перед работой один раз обрабатываю сопло, и даже спустя несколько часов оно остается чистым. Так, основные элементы рамы готовы. Собираем. Ну и перед началом сварочных работ еще раз убедимся в том, что трубы ровные, поскольку от этого будет зависеть конечный результат. Все хорошо. Для сварки массивных конструкций я обычно использую самодельные уголки. Такие углы помогают выставить и надежно зафиксировать детали во всех плоскостях. Каждый элемент рамы перед сваркой тщательно выравнивается. Добавим продольный усилитель и нарубим его на кусочки. Также тщательно выставляем в плоскость все элементы, и здесь уже нам подойдут маленькие магнитные уголочки. Получилась вот такая рама.
Добавляем направляющие для поперечных выдвижных элементов. Для них я использую трубу 60 на 60, но со стенкой 2 мм. Для увеличения жесткости рамы накручения добавляем продольные элементы. Так сказать, создаем пространственную раму. Для них я использую трубы 50 на 25. Для регулировки ножек по высоте делаем закладные элементы с гайками и опорные пятачки. Для этого я использую 3-мм лист металла и корончатое сверло диаметром 50 мм для нарезания пятачков. Прихватываем к болтам опорные пятачки и обвариваем на столе. Для защиты резьбовой части болта от брызг я использую вот такие защитные трубочки. Хотя можно просто обернуть резьбу малярным скотчем. Это работает, проверено. Закладные гаечки. Для ножек стола я использую трубу 50 на 50 со стенкой 2 мм. Длина ножек в моем случае составляет 65 см, при этом рабочая высота стола будет 80 см. Из остатка трубы 60 на 60 сделал вот такие скобы для крепления ножек. Их толщина 3 мм. Размечаем и засверлим отверстия в ножках под поворотную ось. Чтобы ножки стола могли складываться, а при раскладывании не уходили дальше вертикального положения, с одной стороны мы делаем скругление, а со второй оставляем прямой угол. Тогда это будет работать вот так. Также из обрезков трубы сделал вот такие маленькие опоры для ножек, чтобы при сложении они не проваливались вниз. Из трубы 25 на 25 делаем укосины для ножек. Для крепления укосин нам также понадобятся скобы. Сделаем их из подходящей трубы. Также нам понадобятся дополнительные укосины для фиксации ножек в раскрытом состоянии. Для их крепления ввариваем в ножки и раму шпильки М8.
Сваренные шпильки позволяют сделать конструкцию более эстетичной. Никаких лишних шляпок от болтов. Основание стола готово. Осталось собрать механизм поворота с подъемом и тележку. Но есть один момент. Вот эти ножки болтаются. И чтобы они не отваливались в убранном состоянии, используем неодимовые магнитики. Крепко. Похоже, магнитики нужны и здесь. Так-то лучше. Сверлим отверстие под крепление столешницы. С нижней стороны рамы рассверливаем их до диаметра 25 мм под торцевой ключ. Для сверления рамы я использую сделанную мной магнитную стойку для дрели. Это позволяет просверлить мне отверстие строго вертикально. И с противоположной стороны отверстия будут четко по центру трубы. Рама готова. Пришло время покраситься. Немножко малярки на канале. Красить буду по автомобильным технологиям. Обезжириваем антисиликоном. Грунтовать будем по высшему разряду. Эпоксидный грунт спектрал. Более дешевого почему-то у меня не оказалось. Но красочка будет попроще. Двухкомпонентный акрил. Погнали. Ребята, красочка подсохла, цвет просто огонь. Я в шоке от этого цвета. Моя мастерская просто померкла. Есть только этот рыжий стол, огненный. Все остальное как будто в тени его находится. Для столешницы я использую ламинированную водостойкую фанеру толщиной 24 мм. Шляпки болтов утоплены в поверхность стола, и на всякий случай я их еще залил эпоксидкой. А вдруг когда-нибудь придется разбирать. Рабочая поверхность стола будет из листа холоднокатанной стали толщиной 3 мм. Для разметки отверстий на листе металла я использую вот такую бумажную кальку. На ней размечены все виды отверстий.
Ну а теперь звездный час моей стойки для дрели. Сначала засверливаем отверстие для крепления листа на фанере. Лист будет крепиться с помощью 60 саморезов. Пришло время посверлить по-взрослому. Чтобы продлить срок службы сверла, буду использовать такую смазочно-охлаждающую жидкость Вексанол. Это полусинтетическая основа. Для этого снабдил свою стойку для дрели вот таким бачком с трубочкой для подачи СОЖ вместо сверления. Единственное, у меня будет небольшое отклонение от технологии. Я буду использовать эту смазочно-охлаждающую жидкость неразбавленной. Ее нужно разбавлять в пропорции от 5 до 10% водой. Но так как у меня в основании стала фанера, пусть даже и влагостойкая, я рисковать не буду и буду использовать неразбавленную СОЖ. Как сделать такую стойку для дрели, вы можете посмотреть по ссылке в описании или на странице моего канала. Про 10 дней это, конечно, шутка. На все сверление у меня ушло около 4,5 часов. Вот такой результат. Друзья, на сегодня на этом все. Собственно, сам стол готов. В следующей части мы сделаем механизм подъема и переворота с приводом от шуруповерта, собственно, саму телегу и добавим выдвижные элементы. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте колокол, чтобы не пропустить вторую часть. И всем удачи! Увидимся на канале!